Да-да-да. Нет-нет. Почему-то русские любят повторять «да» и «нет» несколько раз. Повторенное только один раз звучит как-то неубедительно. Наверное, это самый простой способ с точки зрения произношения сойти за русского. Вы сейчас выходите? Да-да-да. Хотите кофе? Нет-нет. Хорошо. Слово на все случаи жизни. Пойдем в кино? Хорошо. Как тебе здесь? Хорошо. Мы приехали. Хорошо. Это одобрение и согласие с собеседником. Как дела? Хорошо. С недовольным видом равносильно плохо, но не будем об этом. А вот если русскому человеку действительно хорошо, в ход идут другие, более выразительные обороты речи. Ладно, это аналог «да» или «хорошо», но более приятное для русского слуха слово. Оно более душевное. Ладно, это полное согласие. Вот и ладно, вот и ладушки. Означает, что вы договорились. Но не путайте ладушки с оладушками. А ладушки – это популярное блюдо в русской кухне. Блин. Вообще-то блин – это еда. Но услышать блин можно гораздо чаще. Не только в кафе или за столом. Если ладушки, ладно, означает, что все хорошо, то блин означает, что все плохо. Ну, это слово вообще можно использовать везде и вставлять в любое место предложения, и вас точно примут за русского. Вот вам пример диалога с использованием слова «ну». Ну, в смысле, как идут дела. Пока ничего не получается, все плохо. Да ну, с удивлением, жаль. Ну да, согласие. Ну и ну, вот так ситуация. Что делать? Ну, надо подумать. Попробую еще раз. Ну да. С сомнением. Так что, если вы не знаете ответа на вопрос, используйте слово «ну» и тяните как можно дольше с ответом. Обращение. Девушка, женщина, мужчина, друг, брат. Любой женщине будет приятно услышать «девушка». И совсем не каждая откликнется на призыв «женщина». С мужчинами все гораздо проще. Незнакомым говорите «мужчина», знакомому говорите «друг» или «брат», если вы с ним выпивали вчера. А обращение «эй, мужик» должно вас насторожить и заставить быстро изменить свое местонахождение. Здесь, там, туда. Слова, которые приведут вас в нужное место. Смело спрашивайте: метро там? Или выход здесь? Вам с охотой ответят в том же духе: там, туда, здесь. И укажут направление рукой. Давай. Призыв к действию. Давай сделаем что-нибудь. Не используйте его слишком часто. Умейте вовремя остановиться. Особенно, когда слышите от русских «давай выпьем» более 5 раз подряд. Также «давай» говорят при прощании друзьям. «Давай, пока, до скорого». Здрасте. Здравствуйте – это одновременно приветствие и пожелание здоровья. Но оно такое длинное даже для русских, что используется «здрасте». Это более популярная форма, что-то среднее между «Эй, привет!» и «Здравствуйте, уважаемый». «Здрасте» менее формально. Можно? Универсальный вопрос.
спрашиваете «можно» и добавляете нужную вам вещь. Или указываете на нее пальцем. Можно кофе? Можно пиво? Можно перед входом в кабинет начальника? Или можно? В смысле, дайте пройти, не толкайтесь. Чё? Вообще-то, чё? Это сокращение вопроса «что?». Употребляется для прояснения информации. Чё? Повтори, я не понял. Чё? С возмущенным видом и недовольством означает «спроси что-нибудь полегче». Нет. Обязательно. Хитрое слово. Если вы скажете «да, обязательно», вы не пообещали, но вроде бы согласились. Вы к нам еще придете? Да, обязательно. А вот если вы скажете обязательно с сарказмом, вы к нам еще придете? Обязательно. Это значит нет, никогда. Фигня. Фраза «что за фигня?» означает действительно серьезную проблему. А вот фраза «фигня» означает, что и проблемы-то никакой нет. Ну а вот фраза «это полная фигня, она не работает» означает низкое качество продукта. Учитесь в контексте. Как это? Как это в контексте? Ну что ж, контекст – это книга. Берите простую книгу. Простую – это значит, что на странице вы не знаете 5-10 русских слов, новых слов. Вы догадаетесь о значении этих слов. И это контекст для вас. Что еще контекст? Аудио. Возьмите аудиоподкаст. Вы понимаете, примерно 90-80, может быть, процентов. Слушайте, это контекст. Другой вариант. Уроки. Вот такие. Sometimes when you are paying even a small amount with a card, you may be asked to show document, an identity document. The ID that is suitable in all situations in Russia is your passport. 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 You may often be asked, "Ваш паспорт, пожалуйста." Your passport, please. Ваш паспорт, пожалуйста. Такой урок я называю Context Lesson. Таких уроков 10 в программе обучения русскому языку. Мы записали 10 уроков, 10 Context Lessons по темам для путешественника.